Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Russian Progress. Здесь вы найдете видео на русском с субтитрами. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о перфекционизме. Но для начала несколько новостей. И первая новость — это то, что проекту Russian Progress уже 2 месяца, и за это время было опубликовано около 30 видео, на сайте 7 текстов и 2 подкаста. Также были опубликованы 3 подборки с различным контентом. Вторая новость — это то, что теперь контент делится не только по формату, то есть видео, тексты, подкаст, но еще и есть деление по уровню. То есть большинство видео, они среднего уровня, как вот это видео, но также я добавил подкаст. Подкаст — это более высокий уровень, и добавил видео для начинающих. Это, соответственно, более низкий уровень. Вот, теперь, соответственно, вы можете выбрать контент любого подходящего для вас уровня и использовать его. Конечно, я немного разрываюсь, немного тяжело все это делать, но я постараюсь уделять каждой категории время и публиковать регулярно контент. Итак, перфекционизм. Для начала я не буду в этом видео никого учить и не буду говорить, как правильно, как неправильно, потому что это каждый сам должен для себя решить. Это просто видео, такое размышление в свободном формате, разговорное видео. И считаю ли я себя перфекционистом? Скорее да, чем нет, потому что я люблю обращать внимание на детали, и я люблю делать так, чтобы были учтены все нюансы. Вот. И если вы посмотрите на материалы, если вы посмотрите на файлы PDF, которые я делаю, то вы увидите, что все сделано, возможно, не настолько профессионально, но, по крайней мере, это аккуратно выглядит. И мне это очень нравится. То есть я могу проводить час просто за вот тем, чтобы оформлять какой-то дизайн, как выглядит документ, да, или как выглядит текст, как выглядит все что угодно, да, то есть мне нравится возиться вот в деталях, вот, и с одной стороны, это хорошо, потому что повышается качество, но с другой стороны, например, видео, я могу записывать одно и то же видео 10, 15, 20 раз, потому что первый раз мне не понравится, потом там я что-то не то скажу, потом я начинаю слишком углубляться в детали, в подробности, и это уже, начинаю лить воду. Кстати, если вы не смотрели видео про лить воду, то посмотрите. Вот, и, соответственно, это тебя раздражает, то есть ты постоянно переделываешь, потому что ты не достигаешь того результата, который хочешь достичь, и тебя это бесит. А по сути, перфекционист, он очень редко, если когда-либо достигает результата, который его на 100% удовлетворяет. И, соответственно, перфекционист, он всегда недоволен чем-то. Вот, поэтому это, несомненно, большой минус перфекционизма, но, с другой стороны, плюс — это, конечно, качество, это внимание к деталям. Ты можешь достичь высоких довольно результатов чисто за счет того, что ты перфекционист. Хорошо ли быть перфекционистом в изучении иностранного языка? Я думаю, нет, потому что, да и вообще в целом, то есть, если бы я не ограничивал свой этот перфекционизм, то я бы, наверное, даже не начал этот проект, и я бы не опубликовал бы столько видео, то есть не к тому, что они плохие какие-то, но все-таки есть некоторые моменты, которые я хотел бы улучшить. Но я просто закрываю иногда на них глаза и публикую, потому что понимаю, что то есть видео уже хорошее, и если что-то не так, то можно это улучшить в следующем видео. И вот таким образом, то есть ты учишься, ты с одной стороны создаешь и оставляешь что-то для людей, чтобы они изучали, и улучшаешь с каждым разом контент.
Вот этот формат мне больше нравится. И, соответственно, я за то, чтобы быть перфекционистом, но в меру. То есть найти баланс, который позволяет тебе и делать все довольно хорошо, но не загоняться и по каким-то мелким деталям, да, не загоняться по деталям каким-то. Так что вот, такие мысли по перфекционизму. Напишите в комментариях, что вы думаете, считаете ли вы себя перфекционистом, хорошо это или плохо с вашей точки зрения. Также, если вы не подписались, то подписывайтесь, ставьте лайк и расскажите, если вы вдруг знаете кого-то, кто изучает русский, то расскажите им, пожалуйста, о проекте Russian Progress. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Пока.